Октябрь в том году выдался злым, промозглым. Тайга, еще недавно горевшая золотом и багрянцем, теперь стояла черная, насквозь пропитанная ледяными дождями. Иван Егорович, потомственный лесник, знал эти места так, как знают черты лица любимой, но давно ушедшей женщины, помнил каждый шрам овраг, каждую морщину тропу. Егорович был человеком старой закалки, кряжестый, с лицом, дубленным ветрами и годами, и глазами цвета выцветшего мха. Он любил свой обход, любил тишину, прерываемую лишь скрипом старых сосен да криком кедровки. Но было в его владениях место, которое он старался обходить 10-й дорогой. Урочище «Мертвая Падь». Однако в то утро привычный порядок вещей нарушила волчица. Она появилась у кордона неделю назад. Старая, поджарая, с поседевшей мордой и рваным ухом. Она не подходила близко, но и не уходила. Утром Егорович выходил на крыльцо умыться ледяной водой и видел ее силуэт на опушке. Вечером шел за дровами и чувствовал на себе ее тяжелый, немигающий взгляд. В этом взгляде не было агрессии хищника, выслеживающего добычу. В нем была мольба или приказ. «Чего тебе надо, серая?» — бурчал Егорович, набивая трубку табаком. «Иди своей дорогой. Нет у меня для тебя угощения». Волчица не уходила. А сегодня, стоило ему выйти за ворота, она открыто вышла на просеку, посмотрела на егеря, отбежала на 10 метров и оглянулась. Она звала его. Егорович вздохнул, поправил лямку старого ижа на плече, надвинул кепку на глаза и шагнул в мокрую траву. «Но веди», — бросил он в серую спину зверя, — «раз уж так приспичило». Когда деревья расступились, открывая вид на мертвую падь, Егорович невольно поежился. Зрелище было гнетущим. Черные стволы, лишенные ветвей, стояли в мертвой тишине. Земля здесь была голой, покрытой слоем пепла и шлака, сквозь который лишь кое-где пробивались бледные, чахлые пучки травы. Туман, как и всегда, клубился в низине, скрывая дно глубокого оврага. Волчица остановилась на краю склона. Она больше не смотрела на человека. Она смотрела вниз, в серую муть, и вдруг, задрав морду, издала странный звук. Не вой, не лай, а какой-то тоскливый, вибрирующий стон. Егорович перехватил ружье поудобнее, снял с предохранителя и осторожно подошел к краю. Недавние ливни размыли склон, превратив его в месиво из глины и камней. Оползень сошел совсем недавно, обнажив нутро земли, словно содрав кожу с живого существа. Внизу, на небольшом уступе, нависшем над мутным ручьем, он увидел его. Это был огромный волк, старый, матерый, чья шкура висела клочьями, обнажая шрамы былых битв. Одна задняя лапа была неестественно вывернута, старая травма, сделавшая его хромым. Зверь сидел неподвижно, как изваяние, но уши его прянули в сторону человека. Егорович замер. Встреча с одиноким волком в таком месте не сулила ничего хорошего. Но волк не рычал, не скалился. Шерсть на загривке не встала дыбом. Он просто смотрел. В его желтых глазах читалась та же странная, почти человеческая усталость, что и у волчицы. Между передних лап зверя лежал какой-то предмет, грязный, бесформенный ком, облепленный глиной. «Ну что, серый?» — голос Егоровича прозвучал хрипло, нарушая мертвую тишину пади. «Добычу нашел? Делиться не хочешь?» Егерь медленно поднял карабин, ловя мушкой широкую грудь зверя. Расстояние было плевым,
Шагов 20. Один выстрел, и мучения старого хищника закончатся. Но палец не давил на курок. Что-то удерживало его. Волк глухо заскулил. Медленно, с трудом опираясь на больную лапу, он поднялся. Егорович напрягся, ожидая прыжка, но зверь сделал шаг назад. Потом еще один. Он отступал, освобождая место. Отойдя в тень нависающих черных корней, волк снова сел, не сводя глаз с человека. «Чудеса!» — выдохнул Егорович. Стараясь не упускать хищника из виду, он начал спускаться по скользкому глинистому склону. Сапоги вязли в жиже, сердце гулко стучало в ребра. Спустившись на уступ, он оказался рядом с тем, что охранял зверь. Это был сверток. Грубая мешковина, в которую он был завернут, почти истлела, превратившись в лохмотья. Из прорех торчало что-то темное, кожаное. Запах был тяжелым, смесь сырости, плесени и машинного масла. Странный запах для леса. В голове егеря словно щелкнул затвор. 42-й год. В этих краях тогда шли страшные, кровопролитные бои. Немцы рвались к узловой станции, наши стояли насмерть. Земля здесь до сих пор была нашпигована железом. Отдавала то гильзы, то осколки, то каски, но обычно находки были ржавыми, мертвыми кусками металла. А эта сумка, она словно ждала. Егорович перевел взгляд на волка. Тот сидел неподвижно. В тусклом свете пасмурного дня казалось, что зверь кивнул. Дрожащими пальцами, не слушающимися от холода и волнения, Егорович потянул за клапан планшетки. Латунная застежка заржавела намертво. Пришлось достать охотничий нож и аккуратно поддеть язычок. Кожа скрипнула и поддалась. Внутри было сухо, невероятно, но промасленная бумага и плотная кожа сохранили содержимое. Егорович достал сверток, завернутый в некогда белый, а теперь желтый носовой платок. Развернул. На ладонь выпали тяжелые карманные часы на цепочке. Крышка была тусклой, но гравировка читалась ясно. За отвагу и мужество. Под часами лежал военный билет, красноармейская книжка и стопка писем, перевязанная бечевкой. Бумага была хрупкой, пожелтевшей, но чернила химического карандаша не выцвели. Егерь взял военный билет. Руки его затряслись так, что буквы заплясали перед глазами. Он сделал глубокий вдох, пытаясь унять сердцебиение, и прочитал: Смирнов Егор Иванович. Звание старший лейтенант. Год рождения 1912. Воздух вдруг стал плотным, как вата. Звуки леса исчезли. Остался только стук крови в висках. Смирнов Егор Иванович. Его отец. Иван Егорович помнил отца смутно, отрывками, похожими на старую кинопленку. Сильные руки, подбрасывающие его к потолку. Запах махорки и оружейной смазки. И тот день, когда отец уходил на фронт. Он не плакал тогда, только крепко обнял мать и сказал: «Я вернусь, Нюра. Обязательно вернусь. Жди». И она ждала. Ждала, когда пришла похоронка со страшными словами «пропал без вести». Ждала, когда закончилась война, и мужики возвращались в село, кто без ноги, кто с медалями. Ждала, когда Иван пошел в 1 класс. Ждала до самого своего последнего вздоха. Всю жизнь над Иваном висела
это тень, сын пропавшего без вести, не погибшего героя, а того, чья судьба неизвестна. Злые языки иногда шептали, а может, в плен сдался, а может, сбежал. Мать тогда бледнела, сжимала губы и только повторяла: «Егор не такой, он честный». Иван Егорович упал на колени прямо в холодную, чавкающую грязь. Ему было плевать на сырость, плевать на холод. Он прижал к лицу пачку писем. Они пахли землей и вечностью. «Батя», — прошептал он, и голос его сорвался. Нашелся. Он понял все. Осенью 42-го здесь, в этой самой Пади, разведгруппа отца приняла свой последний бой. Они не отступили. Они легли здесь, в эту землю, прикрывая отход основных сил. И земля укрыла их, спрятала под корнями деревьев, под слоями опавшей хвои. А потом был пожар, и огонь выжег все, кроме памяти. Металл и кости смешались с землей. Но планшетка уцелела. И отец ждал сына. 70 лет ждал. Слезы, горячие и горькие, текли по морщинистым щекам старого егеря, падая на грязную кожу планшетки. Это были слезы не только горя, но и облегчения. Огромная тяжесть, которую он неосознанно нес всю свою жизнь, вдруг спала с плеч. Теперь он знал. Его отец — герой. Он не предал, не сбежал. Он остался здесь, на родной земле, защищая ее до последней капли крови. Лес решил вернуть сыну правду. И проводником выбрал не человека, а зверя. Старого волка, который тоже знал, что такое боль, что такое потери и что такое верность. Егорович вытер лицо рукавом и поднял голову. Он искал глазами волка. Уступа был пуст. Лишь глубокие следы когтей на мягкой глине подтверждали, что зверь здесь был. Егерь с трудом поднялся. Ноги затекли, спина ныла, но на душе было удивительно светло и покойно. Он бережно, как величайшую драгоценность, уложил документы и часы обратно в планшетку, спрятал ее за пазуху поближе к сердцу. Тепло отцовских вещей согревало лучше любой печки. «Спасибо, брат», — сказал он в пустоту, глядя на темные сосны, за которыми скрылся зверь. «Спасибо тебе. Живи долго». Он не стал стрелять. В лесу нет друзей, это правда. Здесь каждый выживает сам. Но в лесу есть высшая справедливость, есть законы, которые древнее человеческих. И сегодня этот закон был исполнен. Иван Егорович выбирался из оврага долго. Он шел через мертвую падь, но теперь она не казалась ему зловещей. Это была не проклятая земля. Это была братская могила, место воинской славы, святое место. Туман начал рассеиваться, и сквозь плотные облака впервые за неделю пробился бледный, робкий луч солнца. Он осветил черные остовы деревьев, и они показались егерю не гнилыми зубами, а обелисками. Он вернулся на кордон уже затемно, затопил печь, налил себе стопку водки, накрыл ее куском черного хлеба, достал часы отца, тряпочкой протер потемневшее серебро, завел механизм, и в тишине лесной избушки раздалось тихое, но отчетливое тик-так, тик-так. Время, остановившееся в 42-м,
Снова пошло. Егерь Иван Смирнов обрел не просто вещи. Он обрел отца. Он обрел покой, который искал всю свою жизнь. Теперь он мог спокойно смотреть в глаза матери на старой фотографии, висевшей в красном углу. «Все хорошо, мама», — сказал он тихо. «Папка вернулся. Мы все теперь дома».